Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем проводить обрезку ремонтантной малины. Много вопросов в комментариях под видео о малине на нашем канале, где зрители спрашивают, не успели обрезать ремонтантную малину осенью и теперь не знаем, как поступить. Друзья, у нас произошла в прошлом году такая же самая ситуация. Рано пришла зима, заморозки, не было возможности убрать, потому что временно уезжали, а когда вернулись, уже лежал снег. То есть осеннюю обрезку мы не проводили. Мы собираем на своей ремонтантной малине только лишь урожай с однолетних побегов. То есть мы осенью полностью под корень срезаем, что я сейчас и буду вам показывать в этом видео. И ждем, когда с потеплением начинают выходить с почвы однолетние побеги, а с горизонтальных корней выйдут с каждой почки, которые под землей есть почки на корнях, выйдут однолетние побеги. Друзья, вот с этих однолетних побегов мы и будем собирать во второй половине лета урожай. Выращиваем по траншейной технологии, то есть ленточная технология подразумевает, что малина растет в ряд. Мы ее высаживали на расстоянии 40 сантиметров между собой, и вот сейчас, спустя 2 года, ряд у нас сформирован таким образом, что общую ширину он взял 40 сантиметров. Ну вот как выходит у нас однолетние побеги, мы оставляем шириной 40 сантиметров, друзья, и он как бы сплошную получается, видите, сплошную. То есть это самый, на мой взгляд, неплохой способ выращивания именно по схеме оставления однолетних побегов, потому что мы, когда будем прореживать однолетние побеги, формировать ряд, но это будет дальше, это будет в конце апреля, когда наиболее интенсивно начинают развиваться появившиеся из почек подземных молодые побеги. Вот тогда мы будем проводить формировочку, будем разреживать, оставляя определенное количество молодых побегов на одном погонном метре. Ну давайте непосредственно вернемся к малине. Почему мы удаляем всегда многолетние? Потому что здесь сейчас зимует множество вредных насекомых, болезни пооставались, тоже зимовали и так далее, друзья. Поэтому мы, ну вот здесь, где повиднее, под самый корень, пару сантиметров можно оставлять пенечки, ну можно под корень. Обрезаем, проводим вот такую сплошную обрезку, не оставляя ни одного побега. И все вот это, что мы срежем сейчас, друзья, мы все это вынесем, конечно же, за пределы нашего участка. Когда необходимо провести такую процедуру? Обычно мы это делаем в осень. То есть, когда уже похолодает, пройдет листопад, закончится плодоношение, и все зимующие насекомые заберутся куда-то под кору, где-то будут в щелочках вот этих вот на зимовочку соберутся, заснут там, холодно, мороз, приморозок, все, они на зимовку уже по такой погоде залегли. Тогда вот мы обрезаем и выносим, пока они, а вот сейчас весной, друзья, надо провести вот эту обрезку, если не успели поздней осенью, по холоду. Пока еще не потеплело, пока не пошла травка, пока не проснулись вот эти зимующие насекомые, яйца, личинки и все прочие, кто здесь собрал, ну, зимует сейчас, вот пока они не проснулись, надо провести обрезку и вынести это все подальше от участка. Если мы очистим таким способом механическим свои насаждения малины от вредителей и болезней, то, друзья, естественно, нам в течение сезона меньше придется работать какими-либо химическими, либо биологическими препаратами по малине. Почему? Да потому что, проредив вредителей и болезней, мы уже повышаем вероятность того, что наша малина не заболеет и не будет повреждаться различными вредителями. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.